Садись, Время, садись. Садись, у нас время. Мне уже страшно. Главное, чтобы комары не сожрали с клещами. И все тогда будет шикарно. Все, удачи всем, я пошел. Так, ну что, друзья, вот и настало время выйти из зоны комфорта. И сегодня мы собрались отправиться кое-куда. Помогут мне в этом во всем. Валечек, Верочек и Мариночек. В общем, ребята, мы сегодня решили отправиться в чертово городище. И узнавая о том, что там творится всякая дичь, нечисть и прочие аномальные явления, мы решили отправиться именно туда, чтобы проверить некий миф. А какой, мы расскажем чуточки попозже. Ну что, собираемся в поездочку? Поехали! Решили подкормить этого монстрюгу. Жрет он немало, но хорошо, что газ. Потому что на бензе было бы очень. Смысл весь как раз таки в том, что там есть тропы, по которым нужно ходить, и говорят, с них сходить нельзя. Ну, то есть, типа, такой вот миф, что есть тропы. И по факту там как раз есть такая фишка, как от каждой точки до точки есть какая-то типа достопримечательность. Ну, и они об этом как говорят, например, там есть чертовы ворота какие-то. Ну, я не видел это прям конкретно, но просто как описывается. Есть какой-то камень, есть какие-то еще места непонятные. Но нам это не важно. Нам как раз-таки важно то, что говорят
по-другому. Мол, грибники, там еще кто-то, они вряд ли ходят по тропинке, которая ведет конкретно как тур-тропинка какая-то, да, там гид-тропинка, не знаю, как ее обозвать. То, что говорят, с ней не сходить, грибники вряд ли по ней ходят, грибы собирают. Естественно, они заходят куда-то, да, и в гущу леса, и, скорее всего, от этого они теряются. Вот это самое страшное. Я имею в виду то, что предстоит сделать. Это, я думаю, самое такое. Какого-то паранормального изучается. То, что там люди теряют сознание, теряют ориентацию, даже те, кто хорошо ориентируются на местности. Превращаются из мужчины в женщину, теряют ориентацию. В общем, да, типа заинтересовывались этим местом уфологи, и они объясняли это как паранормальное. То есть то, что обычный человек, ну, не может он просто взять в лесу такой и такой, типа, блин, все, мне плохо, я задыхаюсь, еще чего-то в этом роде. Может, там радиация, блядь? Там люди испытывают симптомы, Слушай, как у нас при счетчика нет. клаустрофобии. То есть становится нечем дышать. ну, вот Клаустрофобия? такая- Да. то Я есть, с вами Может, там не знаю. ящик Пандоры? Я не знаю, что за ящик, но там есть пещеры. Много пещер. В пещеру спускаться не надо. В пещеру не надо, наша будет немножко задача другая. Может, ты там идешь и в пещеру якобы Упал. провалился? Да, под ноги смотреть это тоже надо будет очень обязательно. В общем, нам осталось совсем чуть-чуть доехать, поэтому сейчас мы доедем до места, а потом расскажем, в чем же заключается весь этот челлендж и что мы хотим сделать. Поэтому поехали. Короче, друзья, вот мы приехали в чертово городище, именно в то место. Здесь проезд запрещен. Вот она, табличка прям висит. Вот, дальше поехать не получится, поэтому здесь мы чуть-чуть пройдем пешком по самой тропе, которая ведет. Сейчас мы как раз покажем, о чем речь. И здесь есть, короче, в общем, вот они, тропы, которые нас должны повести по туристическому маршруту. Но мы не пойдем туда. Мы отойдем сейчас вперед, и где-нибудь я постараюсь уйти просто вглубь леса. И все будет заключаться именно в том, что полчаса я буду идти просто прямо через лес. Через полчаса я развернусь, попытаюсь вернуться как минимум хотя бы за это же время. Не факт, что получится, но буду надеяться, что я не заблужусь все-таки. Вот. Поэтому погнали. Здесь все гуще и гуще. В каком-то смысле, блин, обычный лес. Ничего такого. Пока голова не мутится. Ничего не происходит. Но я еще не сошел с тропы. Говорят, не сходить с тропы, а мы сойдем. Весь челлендж в этом и будет заключаться в том, что грибники здесь у нас не могут выбраться, все блуждают по кругу, ощущают какие-то клаустрофобию, кто что говорит, в общем. И мы сейчас попробуем развеять этот миф. Я на полчаса, как и говорил, уйду в сторону просто гущи леса и попытаюсь вернуться. В этом вся сложность и будет заключаться, чтобы не заблудиться и вернуться обратно на точку, откуда я сверну с этой тропы. Вот такие пироги. Мне уже страшно. Главное, чтобы комары не сожрали с клещами. И все тогда будет шикарно. Слушай, даже не знаю, какую такую точку найти, чтобы хотя бы примерно потом понимать ориентир. А то мы идти-то так можем долго. Может, компас посмотреть, где север, где... По-прежнему нет. Связи нет. Просто карта хер с ними. Ну, чтоб маршрут вписался. Вот ну выйдешь. Так, к вопросу, а где... А, вот он. Так, ну север есть что там, кстати, если вот так вот смотреть. Мамху определил. Да вот по компасу. Север. Кстати, да, хотя бы компас. Там, ладно, окей. Так, где бы найти, откуда начать? Нашли вот местечко. Тронемся мы вот
мы стоим здесь, а тронусь я вот сюда. Обозначение у нас будет вот эта вот висящая палка. Не знаю, каким макаром я ее потом спалю обратно. Но, в общем, смысл он тот. Так, таймер выставляем 30 минут. Ой, я сам себя вижу, отлично. Таймер 30 минут. Так, ну что, я готов. Наверное. Комары уже сожрали просто капец. Так, ну что, таймер запускаем. Бш. И отправляемся. Все, удачи всем, я пошел. Так, таймер засекли. Еще я буду двигаться, сейчас я покажу. Таймер я засек. Буду двигаться по... Да что ж ты будешь делать? По компасу. То есть хотя бы примерно. То есть компас у меня будет показывать вот северо-запад 330 градусов. Отклоняться особо не буду. То есть я не буду за ним блюдить постоянно, но сам факт того, что вот примерно, чтобы, если что, вернуться обратно, так как сети здесь вообще нету, ребят. Даже никакой. То есть даже просто позвонить. Поэтому просто пойду вперед и там как получится. Так, ну что, погнали. Чувствую, я пробираться буду долго. 30 минут идти, конечно, это такое себе удовольствие. Отклонюсь ли я или нет? Кстати, может, грибочки пособираем. Тоже как вариант. Вечером, если выберусь, будем картошку с грибами есть. Как вам идея? Кто любит картошку с грибами? Я очень. Я не люблю грибы собирать, а вот картошку с грибами я очень люблю. Блин, здесь нужно было еще какие-то и эти собирать, походу. Так, ну я уже типа 2 минуты иду. Представляете? 2 минуты. Так. Ой, бляха-муха, ветки в палку. Ой, палка в глаза, ветки в палку. Блин, слушайте, а тут даже интересно, если честно. По крайней мере... Был разговор, опять же таки, об этом месте, что здесь, по идее, впускают только до 6 часов. Но так как мы подъехали и на неком КПП не было вообще никого. Нам даже рассказывали, что здесь платный вход, но никого не было. Слушайте, я скептик же, все знают. Все, кто смотрит канал. Я, конечно, первый раз выбираюсь вообще куда-либо. Вот так, я имею в виду, чтобы отснять материал и проверить что-то. Ну, пока что, мне кажется, я просто в лесу. Там, где я живу, у нас всегда окружал лес всю жизнь мою. И я как бы никогда не боялся. Типа лес и лес. Но, какой бы ты лесник ни был, и опять же таки, мы приехали же в аномальную зону. Говорят, что даже самые опытные как бы здесь блуждали. Потому что у себя-то в лесу в любом случае ты постепенно узнаешь каждую местность уже, блин, чуть ли правда не до дерева. Типа... Так, я походу вышел. А, нет, там овраг, что ли? Я подумал, что дорога какая-то. Так. Так, мне надо как-то прямо, но прямо здесь завал. Опа-на! А что это за грибочки у нас? Ха-ха. Ну я не особо разбираюсь. Я уже говорил, я так себе грибник. Так, сейчас я камеру чуть так сделаю. Я так себе грибник, поэтому мало ли что за грибы. Я не буду их собирать. Так, тут... Тишина. Очень тихо. Норки крота. Кротовые норки. Так, я здесь, короче, овраг увидал. Я иду всего 6 минут. Так, ну вроде правильно иду. Хотя бы и то хорошо. Блин, знаете, ощущение такое, что я сейчас вот... Я вам все это говорю, а по факту, блядь, страшно на самом деле. Страшен тот факт,
Я худею. И как мне туда проходить? Смотрите. Как мне сюда пробраться? Ну идти-то как-то надо. Аккуратно. 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 Тут кто-то завывает. Вам просто не слышно, а тут кто-то завывает. Так, ломайся, ломайся. Так, ну смотрите, я почти выполнил челлендж. Свой, личный. Я почти не упал. Так. Здесь оно к концу шататься начинает. Тихо. Комар, уйди. Так, слушайте, ну... Я Бэтмен. Я прошел. Я даже ничего такого здесь не нахожу, чтобы было мега интересно. Надеюсь, конечно, что, если честно, мне ничего такого супера не попадется. Типа, зачем? Я лучше просто пройдусь по лесу. Слушай, а там какая-то хижина, что ли? Лесная какая-то. Не понимаю, пока непонятно. Так, ну я вроде ровно иду. Пока что вроде все хорошо. Так, прошло времени. Сейчас скажу. Уже прошло 10 минут. 10 минут прошло, полет нормальный. Нужно идти еще столько же, по 2 раза. Не знаю даже, что меня больше здесь пугало бы. Змеи, комары, люди. Да, Или комары, вообще отсутствие какой-то связь. цивилизации и связи. Да, здесь вообще нет связи. Так начинаются все ужастики. И повсюду Где эти наша палка? елки рыжие тоже, да, по сторонам. Да, они, кстати, есть. Где? Елки. Так, это... Ой, там что-то, смотри, прикольное. Так. Что-то там впереди мы наблюдаем. Пока у нас проходит челлендж, точнее не у нас, мы себе тоже решили культурную программу освоить. Вот идем по туристической тропе в поисках чего-то интересненького. В общем, пока мы шли, встретили 2 мужчин, и они нам сказали, там, вам далеко еще идти до светящегося мха. Но я не знаю, думаю, вряд ли мы до него пойдем же, да? Ну, пока просто идем, а там как Да. получится. Ну, в общем, добрые люди сказали, ну, там, аккуратнее, идите, идти вам еще долго. Впереди вас еще ждут 2 мужчины. Я даже не знаю, это была как угроза или что. Смотря какие мужчины. Да. Ну, надеемся, что хорошие, как и вот предыдущие. Мы вот дошли до какого-то очень красивого мостика. Он, да, с крышей, мостик с крышей. Сейчас тоже сами будем уже разворачиваться и идти к нашей исходной точке, чтобы нам всем одновременно прийти, ну, при условии, что у Саши все в порядке. Чёртово городище уже много десятилетий привлекает внимание не только историков и археологов, но и специалистов по паранормальным явлениям. Все дело в том, что на территории заповедника с людьми происходят необъяснимые и аномальные события. Потеря ориентации в пространстве, изменение чувства времени, приступы удушья, отключение сознания и даже загадочные потери людей. «Я ушел на 15 минут, а друзья искали меня 3 часа», — рассказывал один турист. Отойдя от компании буквально на несколько метров, человек просто не смог вернуться обратно. Картинка за его спиной как будто полностью поменялась, хотя он не сомневался в своих знаниях об этой местности. Лес путал туриста и вызывал чувство паники. Встретившись с друзьями, он был уверен, что отсутствовал не больше 20 минут.
Но взволнованные друзья сказали, что не могли найти его больше 3 часов, крича в лес его имя и приходя раз за разом по одним и тем же местам. Таких историй сотни. Потерявшись в лесу, люди возвращаются с рассказами, в которые трудно поверить на первый взгляд. Поэтому знатоки категорически не рекомендуют сходить с туристической тропы и исследовать чертово городище без гида. Очевидцы даже утверждают, что видели здесь призрака девушки, дух, который навсегда поселился на территории заповедника. Слушайте, я выбрался на... Ах ты, падла, как ты достала. Я выбрался на довольно-таки такую ровную поверхность. Ой, а дерево ни хрена себе. Я увидел дерево, оно как будто ежик. Прям такое все в этих палочках. Так, надо чуть отряхнуть себя от комаров, от всего этого. Блин, ребят, это, короче, ужасно. Причем ужасно именно от того, что комары. От того, что именно комары жрут. Они просто везде. А я не могу даже держать камеру, потому что моментально облепливают руку и не дают держать камеру. Поэтому будет видео, скорее всего, такое прям. Не знаю, как справиться, стабилизация называется. Так, но я уже прилично иду. На самом деле-то. Надо посмотреть, сколько времени прошло. Сейчас, а времени у нас... Да господи. А времени... Да-да. Так, а времени осталось еще 10 минут. Идти 12 почти. Так, я борюсь с комарами воздухом. Да, ребята, это оказалось намного сложнее. Еще без всяких шапок. Я капюшон, я что-то слишком налегке собрался в лес. Так, ну а тем временем так, ну мы немножечко отклонились сначала, вот туда я шел. Сейчас обратно пытаюсь навернуться на путь. Мне осталось идти 9 минут. Пока что вроде все ровно прямо. Ну, слушайте, я, наверное, думаю, что сама сложность не добраться вперед куда-то, а будет выбраться обратно. Вот это, наверное, будет самой прям сложностью. Наверное, в этом в большинстве случаев челлендж будет оправдывать себя. Потому что зайти вглубь — это как бы, ну, полдела. А вот выйти... Фига, смотри, какой муравейник здоровый. Верка как раз муравьев разводит. Ну, в смысле, ферму. Надо ей показать место, где можно брать бесплатно муравьев. Так, ну что, отправляемся дальше. Бля, ребят, пот течет градом, просто градом. Немного показалось, что кто-то рядом говорит. Да нет. Пока только комары говорят. Зажрали, суки, комары! А, блядь! Что-то прилетело. Муха какая-то. Так. Правильно я иду-то? Вроде правильно. Так. Так, сейчас уже туда-сюда зазвонит будильник. Будем разворачиваться и идти обратно. Я домой приеду, я буду счастливым, что я вообще выбрался, если выберусь. Так. Так, слушайте, ну нет смысла делать 2 шага вперед, чтобы потом сделать 2 шага назад. В принципе, я уже
Протопал неплохо, примерно даже не представляю сколько. У меня осталось, ну да, осталось 20 секунд, грубо говоря. То есть, понимаете, да, я прям в глуши, без понятия, правильно я, неправильно. Ощущение есть, что, грубо говоря, там, где я нахожусь, мне нужно идти типа в обратку. А, блин! Меня будильник напугал. Короче, все, я уже сам начинаю глючить меня. Так, слушайте, даже появилась ешечка, представляете? Так, смотрим. Мы шли сюда, теперь нам нужно развернуться четко обратно. Это получается вот так. Все, засекаем также таймер на обратную дорогу. Так, да засекай. Так, засекаем таймер на 30 минут на обратную дорогу. Хоп. О, у меня даже что-то даже интернет даже немного заработал, от Ютуба что-то пришло. Даже ешечка появилась, представляете, я куда-то подошел ближе, видимо. Так, таймер пошел. Мы идем вот туда, поэтому побрели обратно. Слушайте, вы не представляете, с какой радостью я иду обратно. Как будто бы как будто я не знаю. Так, ну, таймер зазвенит. Я иду в сторону, получается, у нас юго-восток, 150 градусов. Мы идем прямо. Но что-то я не помню, что я здесь шел. Но как тут упомнишь, если здесь все одинаково. Ай, бляха, уха. Ноги уже не слушаются. Пот в глаза, солью, больно. Тут кто-то пытался пень, смотрите, выкорчить, или это... Что это было такое? Короче, ужасно. Так, а как мне здесь пройти-то? Не помню я эту местность, кстати. Я уже, по-моему, неправильно иду. Блять. Давайте тогда. Что? Я что-то слышал. Блять. Сука. Не падай, Санек, не падай. Мы просто идем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Рука кто-то укусил. Так, ну что, ребятки, я тоже погнал, пойду, попробуем, что выйдет в моем случае, да? Так, запускаем таймер. И погнали, прям, вот, сейчас я вам покажу, блядь. Вот так вот хуярю прям в лес, целиком, по прямой. Так. А могу я как-то камеру переключить или нет? Видимо, нет. Поэтому придется смотреть на мое ебало. А тут чисто прям... Чисто лес. Погнали, посмотрим, насколько это будет жестко. Проблема в том, что не видно ни хуя. Наверное, немножко очки убрать. Вот. И надеюсь, я вообще прямо иду. И чтобы меня какая-нибудь змея за жопу не укусила. Самое главное. Ну, не какая-нибудь гадюка. Если уж меня укусит за жопу, вообще похуй. Не страшно. Вот. Ну, в целом, пока нормально. И в трясину какую-нибудь не влететь. А то, блядь, что-то я подозреваю, что тут можно, блядь, и в трясину влететь какую-нибудь. О, блядь. Уже не видно нихуя сзади, да? Тропинки. Один уже скрылся из виду. Ну, а мы с Марусей пойдем по тропе вперед. Вернемся, вот видите, тут палка, короче, висит. Это наш будет ориентир, где мы все вместе будем встречаться. Так, ну что я могу сказать? Прошло 4 минуты. Я тут на небольшой полянке, но у меня впереди овраг. И я как бы точно насквозь сквозь него никак не пройду. Это весьма стрёмно. Ну, не то, что стрёмно, я просто через него никак не пройду. И хуй знает, что делать. Сейчас пойду посмотрю дорогу в обход. Так, ребята, вот еще прошло пару минут. Я, кажись,
нашел место, где более-менее можно перейти через овраг. Блять, комары сожрали куям, конечно, вообще. Прям жесткая затея была по комарам. Вот, хер его знает. Сейчас попробую дальше его перейти там, чтобы пойти прямо. Преодолеваю я этот овраг. Уже тут он стал совсем маленьким. Прохожу дальше, чтобы выровнять свой курс. Но, если честно, самое стрёмное здесь даже не в том, что тут какое-то место или еще что-то, блядь. Самое хреновое, ну, не взяли ничего, блядь, с собой, блядь. Ну, да, павербанк взяли, да, заебись. Но на самом деле в лес, конечно, весьма чревато ходить без нихера. Вот. Какие-нибудь хотя бы спички, хуички надо иметь с собой, блядь. Еще какую-то мелочь. Потому что чуть что заебутся тебя здесь искать, нахуй, в этом буреломе. Вот. Такая хрень. Вот. В этом самая стрёмность. А так в целом, в принципе, терпимо. Ну и тут очень, короче, густой лес. На самом деле гораздо очень сложно идти через него. Поэтому давайте поддержите нас лайками за то, что мы согласились на такую авантюру. Все ради вас. Все ради вас. Напишите какой-нибудь комментик, как вы бы пробрались здесь. Насколько вам было бы стрёмно или не стрёмно здесь. На самом деле, вот хуй его знает, кто здесь живет. Может быть, блядь, здесь какой-нибудь медведь живет, нахуй. А я к нему сейчас прям выйду, блядь, в берлогу. А он такой: добрый вечер, блядь. Что у нас там? Прошло 19 минут где-то от путешествия начала. Слушайте, самое интересное, да, что тут в лесу вот так вот остановишься, прислушаешься, блядь. Я не знаю, конкретно это здесь или, ну, это место, или вообще это где-то, ну, просто когда лес глухой, пусто. И такие звуки, ай, блядь, живет комар. Такие звуки, как будто где-то музыка играет, где-то люди разговаривают. Хер знает. Потом прислушаешься, это вроде деревья скрипят. И тишина. Странно. Топушка какая-то справа от меня появилась. Ну, я туда, наверное, особо не полезу. Там мелочь, кустарника очень много. Пойду дальше. Ух ты, ёп, впереди муравейник, он реально мне по грудь. Большой. Я не знаю, получится у вас показать. Блять, ну не видно. Сейчас поближе подберусь. Покажу вам муравейник. Вот он. Здоровый. Реально большой. А комары зажрали просто пиздец. Ладно, свяжемся. Я думаю, через 10 минут уже закончится мое путешествие туда и пойдет обратно, поэтому через 10 минут я с вами дальше свяжусь. Я опять уперся в огромный овраг. Я не знаю, видно, не видно. Ну вот, короче, вот здесь дальше вниз уходит очень сильно. То есть практически некоторых деревьев верхушки ниже меня находятся там. Я не знаю, насколько вам видно. Хорошо, но там очень глубоко. И я не вижу, где там можно было бы его обойти, потому что он дальше туда идет, овраг. Поэтому вперед я, к сожалению, продвинуться больше по прямой не могу. Поэтому, в принципе, вот у меня получилось 25 минут до сюда идти. И сейчас я стопну таймер. И, в принципе, попытаюсь пройти обратно. На самом деле, из-за того, что, ну, как бы достаточно медленно идешь из-за плохого леса, ну, не очень далеко ушел. Посмотрим в итоге потом по треку, сколько у меня получилось пройти. Ну, в общем, выдвигаюсь назад. Слышите? Там как будто кто-то плачет. Ну, не плачет, а такой
животного. Он-то, наверное, вряд ли передается. Но там явно что-то происходит. Господи, блядь. Нафиг я согласился на это? Сам придумал, сам согласился. Сам теперь страдаю от этого. Так, мне тяжело перебираться с камеры. На самом деле, рука уже... Я их заколебался менять, если честно. Мне интересно знать, насколько я отклонился. Сейчас я посмотрю. Сейчас я все посмотрю. Так. Отклонился я ли? Да, я отклонился. Я иду уже вот так долго. Мне нужно вот эту сторону. Будем брать чуть левей. Да что ж там плачет-то такое? Так, я все говорил левее, да? А сам постоянно правее иду. Что не так? Меня сам лес уводит. Так. Интересно, что там девчонки сейчас? Наверное, хорошо. Небольшая историческая справка. Здесь вот повсюду вот такие огромные валуны, на них мох. И эти валуны на самом деле имеют какое-то очень важное историческое значение и в плане культуры, и в плане мифов этого места. Про них можно много чего почитать в интернете. Мы не ищем легких путей, как некоторые. Тут есть и так ступеньки от природы. Обратите внимание, тропа становится все уже. То есть, если начинали свой путь мы с широкой дорожки, с широкой, то теперь, конечно, и, знаете, говорили, что, да, там как клаустрофобия, сложно дышать. Вот я прям даже сейчас, мы, получается, в какую-то горочку поднялись, и у меня ощущение того, что мне действительно тяжелее стало дышать. Но, может быть, здесь, конечно, это не уровень гор, когда разряженный воздух и становится трудно дышать. Марусь, ты как? Слушай, я вроде бы хорошо, но это действительно становится интереснее с каждым шагом, потому что, во-первых, становится идти немножко некомфортно, у нас все больше таких корней под ногами и всего вот этого вот. Но чувствуется, да, что лес прям... Как будто давит, да. То есть тут понятно, откуда это чувство именно клаустрофобии, потому что, тебя деревья начинают обнимать, и ты как будто бы вот в замкнутом пространстве. Хотя понимаешь, что вокруг тебя кислорода куча и все такое. Такой прикольный пень. Познакомьтесь, это пень. Вот, да, интересное ощущение. Так, Видео, что мы вот так вот размахиваем руками, отпугиваем комаров. Танец, да. А люди делают по-умному, у них есть веточки. Да, кстати, мы нашли людей, и мы практически подходим к месту, с которого мы начинали. Но откуда взялись такие огромные валуны там, где нет ни гор, ни скал? Есть несколько легенд и гипотез о том, как это произошло. Первое упоминание об этом месте относят к каменному веку. Археологи нашли доказательства того, что следы человека появились здесь примерно 10 тысяч лет назад. По официальной версии, эти славянские племена осваивали верховья реки Оки. Есть версия, что в древности здесь процветал оккультизм и проводились языческие обряды. Доказательством выступают сами валуны, расположенные по территории городища в определенном порядке и имеющие специфические выемки и отверстия. В народе чертовы пальцы. Но есть и более загадочная легенда о происхождении чертова городища, идущая из народа. Жила-была на свете Любушка, дочь атамана-разбойника, возраста 30 лет. Все было при ней, только вот никто не брал ее замуж. Узнав об этом, черт решил предложить Любушке свою кандидатуру. Любушка поставила перед чертом невыполнимое условие.
построить белокаменный дворец до первых петухов. Тогда она примет его предложение. С наступлением ночи черт со своими соратниками принялись за работу, выполняли ее очень быстро. Любушка испугалась, что черт выполнит обещанное, и до рассвета побежала в курятник, взяла петуха и зажгла перед ним факел. Петух, подумав, что наступил рассвет, закричал. Разразился гром, и черт с собратьями провалился сквозь землю, оставив на местности огромные валуны. Так, еще раз, ребят, привет. Значит, прошло 8 минут, как я иду обратно. Ну, я вам скажу так. Я понимаю, почему здесь говорят, что здесь сложно заблудиться. Ой, легко заблудиться и теряются люди, да? Пропадают. Потому что на самом деле лес очень однообразный. Очень сложно ориентироваться, сказать, что да, вот здесь я проходил. И то есть, я как человек, который в целом, не в первый раз лес видит. Я все детство вырос в лес, рядом с лесом. То есть я часто ходил и по лесу, и такое. То есть я как бы не особо боюсь этого. Довольно неплохо ориентируюсь. При этом, телефон есть, все дела. Но я скажу так, что здесь прям он настолько намешанный, настолько однообразный, что прям определенно сказать, что, я точно вот проходил здесь, не могу. Я даже, я точно знаю, что вот здесь прям проходил, потому что больше перебраться через овраг было негде, да? То есть у меня был отличный ориентир, овраг еще. Но при этом все равно у меня ощущение, что я проходил не здесь. И вот опять же, здесь была межа такая вот, не знаю. Я на ней точно был, но точно не в этом месте, где я сейчас стою. Непонятно. Скорее всего, я немножко взял левее того места. Заходил я, возможно, здесь. Потому что она там заворачивала. Да, это была опушка. Это, вероятно, вот там. Говорю, очень сложно ориентироваться. Походу, я увидел какого-то грибника. Или он пришел ко мне. Я не знаю, видите его или нет. Но я вижу. Мы сейчас не будем палиться особо сильно. Походу какой-то грибник. Ну, я сейчас... Это грибник, блядь. Кто это нахуй? Кто это, ебаный в рот? И как бы хер с ним. Грибник и грибник. Это... Как бы... Что он так быстро скрылся? Странно, я его не вижу. Я реально не вижу его. Хуя он скрылся. Может, он Бэтмен какой-то. Так, не считая того, что нас сожрали комары. А мы танцевали танец от комаров. Да, у нас есть танец от комаров теперь. Мы уже возвращаемся к месту, с которого мы расходились с Сашей. Полпути мы прошли. В общем, да, скоро будем на месте. Как думаешь, кто первее придет? Мы или он все-таки выберется ко времени? Мне кажется, мы придем раньше, потому что по пути туда мы все-таки останавливались и делали фотки. Теперь мы идем быстрее, и мы придем быстрее, чем вот эти полчаса, которые мы давали нам. Ну да, тоже верно. А там посмотрим. Блять, ребят, я хотел включиться перед тем, как ориентировочно выйду на дорожку, но самый прикол. Вот дорожка, блядь. Я даже не заметил до того момента, пока вот сюда не Вот я сейчас отойду назад. Вот здесь дорожку не видно, просто не видно. Это так забавно. Я просто 2 метра делаю, хотел включиться, где-то за пару минут до дорожки по ощущениям. Это 2 шага делаю, и дорожка уже появляется. Забавно. Вот я и выбрался.
Сейчас посмотрим, сколько у меня заняло это по времени. Но вопрос. Бля, ребята, я прям под нашим ориентиром палкой. Вот, то есть прям под ним. Я вышел прям на то же... Ну, блин, я вышел на 10 метров правее. Ну, если смотреть, когда я шел в обратную сторону, правее, чем ушел в лес. Вот. Вот тут вот... Блин, я не знаю, вот. Вам должно быть видно. Вот, это ориентир, наша палка, которая висит над здесь тропинкой. Ну что, я, наверное, буду тут дальше ждать Санька. Вот. Посмотрим, он должен уже плюс-минус... ну да. Обратная дорога у меня заняла, ну, грубо говоря, где-то минут 17. Примерно. 15-17 минут. Но, опять же, туда идти гораздо сложнее, потому что выбираешь маршрут, обратно как бы уже более-менее видишь ориентиры. Но, опять же, хер его знает. Может быть, это так кажется, что я шел по тому же маршруту. Может быть, нет. Так, ну что ж, я продолжаю идти. Сколько у нас тут по времени? Я уже иду, осталось 9 минут. Сейчас посмотрим, как мы идем. Мы идем опять немножко неправильно, но я выровнялся. Теперь вроде нормально. Осталось совсем чуть-чуть. Надеюсь. Да ты что? А как? Так. Вот, еще 8 минут. Так. Мне почему-то кажется, что я рядом. Потому что что-то примерное я уже видел, как будто бы. Как будто бы уже видел, бля. Чего я только тут не видел? Ой, я вижу толчок. Ну или что это? Это какое-то построение. Я полюбас рядом. Я по-любому рядом. Бля, ребят, я вернулся, короче, походу быстрее, чем ушел. Потому что то ли я просто в бок отходил, то ли как это было, я не знаю. Потому что в любом случае обходил, деревья, обходил всякие ухабы. Вот, поэтому, слушайте, я вижу цивилизацию, я вижу людей, я вижу алкашей каких-то. Ну или как минимум тех, кто хотят в лесу побухать. Может, это лесничие какие-то. Ну, короче, я походу выбрался. Ребят, 7 минут еще, а я походу выбрался на дорогу. Смотрит на меня. Наверное, такие че. Представляю, если это лесничие какие-то. Видите? Да, ребят, я походу выбрался на тропу. Так, ну что интересно, мы не завершили еще даже свой путь обратно в полчаса, а уже такие подходим, такие смотрим, типа, кто это? А это Валек. Как Валек пришел? Ну, у нас даже 2 минут еще, ну там, я не знаю, что. Сейчас 40 минут уже Саня. Ну, у Сани будет час. А я быстрее пришел, потому что у меня фора была, короче. Я уперся в такой овраг, который вообще никак не пройти, не проехать на 23-24 минутке. Короче, пришлось просто обратно идти. Чёртово городище написано. А вот какая-то... Что это такое, блядь? Туалет. Ребят, хотите в туалет? Ух, ебать. Короче, да, я выбрался за 24 минуты. Поэтому миф о том, что здесь блуждают, это все остается мифом. Единственное, что здесь тяжело, так это ходить. По-моему, все. Все остальное просто чьи-то додумки, выдумки. Ну, это, впрочем, я и ожидал. Я хоть и не супер ориентирщик, хотя в лесу в поход ходил на ориентиры. И даже неплохо вроде как получалось. Вот. Я не знаю, вот правда, пишите в комментариях,
Что вы думаете насчет того, как здесь они заблуждались? А вот и Сашка вышел даже, по-моему, Вер, раньше, да, чем прошло уже полчаса. Эй! Лес-лесник.ру. Чел-чебурек. Что? Я тоже. Я почти в 2 раза быстрее обратно дошел. И мы. О, Танец этого дня. здорово. И вот и то я на межу вышел не там, где зашел. Ну, вообще непонятно где, но я как бы ее нашел, обошел, там, в принципе, было понятно. И овраг помог. А все остальное идешь, блядь, и все. Это не для неподготовленного человека. Ну что ж, друзья, вот мы и закончили наше путешествие небольшое. В общем, получается так, что заблудиться на самом деле в этом лесу очень легко. Особенно если ты грибник и без каких-либо там гаджетов, которые помогут тебе как-то выйти. В общем, челлендж-то мы, в принципе, выполнили даже его гораздо быстрее. И все, мне кажется, это от того, что я как минимум был сосредоточен на этом пути. Вышел чуть быстрее, опять же, мне кажется, из-за того, что дорога чуть огибала лес, и я как раз вышел на тот момент, где лесная тропа для меня сокращалась. В общем, не знаю, пишите комментарии, как считаете вы, можно ли, нельзя заблудиться, и вообще здесь пахнет ли паранормальным или нет, но мне кажется, нет. Поэтому ставьте лайки под видео, пишите обязательно комментарии, ну а мы поехали домой. Это был интересный опыт, друзья. Он был первый, но далеко не последний. Хочу подытожить тем, что на самом деле это было все гораздо тяжелее, чем могло показаться на первый взгляд. Если вы когда-нибудь окажетесь рядом с этим местом, настоятельно рекомендую посетить его, но также настоятельно рекомендую не сходить с туристической тропы. Ну а у меня на сегодня все. Увидимся с тобой в следующем видео, ведь дальше будет только интересней. Ну а с вами был канал Крик, меня по-прежнему зовут Александр, и помни, страха нет, он лишь в твоей голове.